Всем привет! Меня зовут Наташа Васильева, вы на моем YouTube-канале. И 4 года назад мы вместе с мужем переехали в США как победители грин-карт лотереи DV 2021. И с тех пор мы живем здесь. Я работаю продакт-менеджером в Амазоне. И сегодня я хотела бы развенчать 9 основных мифов, которые существуют о грин-карт лотерее. Я искренне поздравляю всех, кто выиграл в этом году в DV 2026. Но при выигрыше грин-карт лотереи важно понимать, что впереди не волшебное путешествие, а вам предстоят серьезные шаги, к которым желательно подготовиться заранее. И поэтому я хотела бы развенчать основные мифы, чтобы помочь вам избежать в будущем неприятностей. Миф первый говорит о том, что если вы выиграли в грин-карт лотерею, то вы обязательно получите свою визу и в будущем грин-карту. К сожалению, это не так. Выигрыш в лотерее означает шанс на получение иммиграционной визы, а не гарантирует ее получение. И первая причина, по которой это происходит, это ограниченное количество виз по лотерее. Это 55 тысяч виз в год. А, например, в прошлом году, в DV 2020-2025 выигрышных заявок было 131 тысяча. То есть больше, чем в 2 раза больше номеров было открыто, чем людей, которые действительно получили свои визы. И, с одной стороны, это оправдано тем, что некоторые люди просто передумали. То есть люди, которые выигрывают в лотерею, но на самом деле принимают решение не приезжать в Америку, и это нормально, и таких людей достаточно каждый год. Но из-за ограниченного количества виз высокие номера действительно могут не дойти до назначения на интервью. Интервью по грин-карт лотерее происходит в течение финансового года, который, допустим, для DV 2026 года начнется с 1 октября 2025 года и закончится 30 сентября 2026 года. То есть люди, которым не было назначено интервью до 30 сентября, к сожалению, теряют свой шанс получения грин-карт лотереи. И если говорить о том, что такое высокий или невысокий номер, номера назначаются по каждому региону отдельно. И, например, по Европе, если у вас номер до 25 тысяч, то у вас очень хорошие шансы быть назначенными на интервью. Вы можете смотреть это в Visa Bulletin, который публикуется ежемесячно. И сейчас можно посмотреть, последний Visa Bulletin был опубликован за май 2025 года. В нем открыты номера на июнь, то есть это люди, которые будут проходить в июне 2025 года интервью. И по Европе открыт сейчас номер 17500. Если мы посмотрим на предыдущие года, то, например, в прошлом году, DV 2024, последний Visa Bulletin был выпущен в августе 2024 года, и мы можем посмотреть, что на сентябрь 2025 года был открыт номер 50 тысяч для Европы. Это очень высокий номер, то есть в прошлом году действительно люди даже с очень высокими номерами могли получить свое назначение на интервью. Но если вы посмотрите на август 2024 года, то в августе были открыты номера до 30 тысяч. То есть 20 тысяч номеров были открыты в последний месяц. Иногда американцы такое делают, но на самом деле это не очень хорошая практика, потому что когда 20 тысяч номеров открыты на последний месяц, это создает огромный ажиотаж в посольствах, и это не значит, что все люди до 50-тысячного номера получат свои визы, ну, потому что у посольств просто есть какое-то количество интервью, которые максимальное, которое они могут провести за 1 месяц. Поэтому в странах, где выдается большое количество американских виз, назначение на интервью может просто стать нереалистичным для такого большого количества людей. И еще, если вы посмотрите на вот этот бюллетень за август 2024 года, то вы можете посмотреть, что по Северной Америке написано слово current. Current в контексте грин-карт лотереи означает, что все выигравшие номера по этому региону открыты. И такое тоже иногда бывает.
Более подробно о том, что означает ваш номер и как следить за Visa Bulletin, я рассказывала в отдельном видео год назад, я прикреплю ссылочку на него здесь. Более того, если даже вам назначено интервью на грин-карт-лотерею, это, опять же, не означает, что вам точно будет выдана виза. Вам нужно соответствовать формальным требованиям для лотереи, вам нужно предоставить все необходимые документы и подтвердить свою финансовую состоятельность. А также, если вы предоставили неверные данные в своей заявке на грин-карт-лотерею или в форме DS-260, то из-за этого вам также могут отказать на интервью в посольстве. Я оставлю более подробное видео о том, что делать после того, как вы выиграли в грин-карту лотерею здесь. Там вы узнаете все подробности. Общий совет всем выигравшим грин-карт лотерею: подайте форму DS-260 как можно раньше, особенно если у вас небольшой номер. Это позволит вам с большей вероятностью попасть на интервью в посольство. Единственный момент здесь, если у вас очень большой номер и вы сомневаетесь, что вы попадете на интервью в посольство, возможно, вам стоит подождать и посмотреть, насколько быстро будут открывать номера в этом году, потому что есть такой момент, что участие в грин-карт-лотерее или победа в грин-карт-лотерее не являются иммиграционным намерением с точки зрения США, но заполнение формы DS-260 является иммиграционным намерением. И, например, если вы заполнили эту форму и не поехали в США, вам не назначено интервью или вам отказали, то в будущем, если вы захотите получать туристическую визу, иммиграционное намерение может стать причиной отказа. А также я советую подготовить заранее все необходимые документы и быть готовым к дополнительным проверкам. Это не очень частая история по грин-карт лотерее, но они также случаются. Миф 2 – это о поддержке со стороны государства США для выигравших в лотерею грин-карт. Существует такой миф о том, что если вы выиграли в грин-карт лотерею, то государство вас поддержит, предоставит вам жилье, предоставит вам какое-то соцобеспечение, предоставит вам работу и так далее. К сожалению, это абсолютно неправда. Все расходы по переезду вы берете на себя. Более того, вам придется оплачивать расходы на прохождение интервью, прохождение медосмотра, потом выпуск самой грин-карты, и все это может стоить больше $1000 на человека. Отдельно хочу заметить, что когда вы проходите интервью на получение своей иммиграционной визы в посольстве США, консул будет проверять вас на то, что у вас достаточно средств для переезда в США. И здесь часто, допустим, для людей с образованием, а это обязательные условия для участия в грин-карт лотерее, часто консулы считают, что образование может быть достаточно, чтобы человек мог устроиться на работу и обеспечить себя в США, но проходя это посольство, вы как бы даете свое согласие на то, что в течение года вы не будете требовать от государства США никакую поддержку. И если вы это нарушаете, могут быть последствия. Поэтому я очень советую подготовить некую финансовую подушку, посчитать, сколько денег вам нужно на переезд и сколько денег вам нужно на первое время, как минимум на 3 месяца. Я очень советую деньги с собой иметь. И если интересно, у меня было отдельное видео о том, сколько стоит переезд в США и как посчитать расходы в конкретном штате. А также я советую заранее посмотреть, сколько в вашем штате стоит жилье. Хорошие сайты для этого — это Zillow или Facebook Market. И готовьтесь к тому, что, вероятно, первое время вам придется работать не по специальности, на том, что здесь называют survival job. И нам с мужем очень повезло. Мы приехали в самый разгар экономического подъема. В середине 2021 года была огромная нехватка работников во всей IT-сфере, и поэтому нам удалось очень быстро, буквально за месяц-два, устроиться
на наши профессиональные работы в Америке. Я нашла свою работу в Amazon, об этом я рассказывала в отдельном видео, но на самом деле это абсолютно не то, что мы планировали и на что мы рассчитывали. Мы рассчитывали, что минимум полгода, а то и год нам придется работать на каких-то неквалифицированных работах, которые не связаны с нашей специальностью. И вот сейчас, когда я общаюсь с большим количеством людей, я вижу, что действительно так оно и происходит. Люди либо приезжают с огромной финансовой подушкой, которая позволяет им там, полгода, год находиться без работы, либо люди устраиваются куда-то не по специальности на первое время и одновременно ищут работу, чтобы вернуться в свою профессиональную сферу. Но не отчаивайтесь, вернуться в свою профессиональную область реально, и наш опыт тому пример. Нужно знать, как писать резюме, нужно знать, как готовиться к интервью в США. И есть организации, которые абсолютно бесплатно новым иммигрантам с этим помогают. Например, организация Effortly Global. Я оставлю ссылочку здесь. Третий миф о семье. Многие люди думают, что если они выиграли в грин-карт лотерею, они смогут перевести с собой всю свою семью, включая родителей, бабушек, дедушек, сестер, братьев и так далее. На самом деле победитель грин-карт лотереи сможет взять с собой только своего супруга или супругу, а также детей в возрасте до 21 года. Если вы хотите привести с собой родителей или братьев-сестер, это можно сделать только после получения гражданства, и процесс подачи заявки и получения документов на родителей в среднем занимает около 1–2 лет, а на братьев и сестер это очень долгое время, это, скорее всего, больше 10 лет. Четвертый миф говорит о том, что после получения визы можно никуда не спешить. И это неправда. После получения визы у вас есть 6 месяцев на то, чтобы въехать в США. Если вы не въезжаете за это время, ваша виза будет аннулирована. А после въезда иммиграционная виза действует в течение 1 года как грин-карта. Это время дается на изготовление настоящей грин-карты, и обычно грин-карта изготавливается намного быстрее, примерно за 3 месяца большинство людей ее уже получат после въезда, но иногда этот процесс затягивается. Например, моему мужу миграционная служба Америки потеряла отпечатки пальцев, и поэтому ему пришлось их сдавать заново, и свою грин-карту он получил за, может быть, месяцев 7, если я не ошибаюсь. То есть намного позже, чем он должен был бы получить свою грин-карту. Но в этом нет ничего страшного, потому что виза все-таки действует весь год. Еще один миф, пятый, это о том, что можно жить за пределами США и раз в год приезжать отметиться, и у вас будет сохраняться ваша грин-карта. Это неправда. Грин-карта– это постоянный вид на жительство, и чтобы его сохранять, нужно постоянно жить в США. Это означает, что больше 6 месяцев в году вы должны физически находиться в Штатах. На короткий срок выехать действительно можно. То есть некоторые люди, например, приезжают отметиться, чтобы их виза не была аннулирована в течение полугода после ее получения. Но если вы уезжаете на длительный срок, чтобы ваша грин-карта продолжала действовать, нужно оформлять отдельный документ, который называется Re-Entry Permit. Шестой миф о налогах. Люди думают, что если они не живут в США или если они живут в США, но получают доход вне США, то ни они не обязаны платить налоги. Это неправда. С момента получения грин-карты вы становитесь налоговым резидентом США, и вы обязаны декларировать любой свой доход, даже если вы зарабатываете его вне США. Например, когда мы приехали в Америку в 2021 году, мы приехали в июле, и когда я подавала свою налоговую декларацию за 2021 год, мне нужно было декларировать свой доход, который я получала в Литве. Первые несколько месяцев, которые мы были в США, я все еще продолжала работать на свою предыдущую компанию, а также мы продавали квартиру в Литве, и продажу квартиры мне также нужно было декларировать в доходах. Последствиями неправильной декларации налогов здесь могут быть штрафы,
проблемы с получением гражданства в будущем, а также вплоть до лишения резидентского статуса и лишения грин-карты. Миф 7 о том, что через 5 лет грин-карта автоматически превращается в гражданство США. Это неправда. Вы действительно через 5 лет имеете право податься на гражданство США, но для получения гражданства нужно прожить в стране минимум 30 месяцев за последние 5 лет, а также нужно собрать все необходимые документы, оформить заявление и сдать экзамены. Экзамен по английскому языку и по Конституции США. Поэтому, если вы хотите в будущем подаваться на гражданство, ведите учет всех своих въездов и выездов, а также желательно заранее начать готовиться, как минимум учить английский язык и подготавливать документы. Миф 8 о том, что грин-карта дается навсегда и ее невозможно потерять. Это также неправда. Есть ситуации, в которых людей лишают резидентского статуса в США. Причиной лишения грин-карты и депортации могут стать серьезные нарушения закона, мошенничество, а также нахождение вне территории США в течение долгого срока. И, кстати, хотела бы вам сказать, что есть такой момент, что указание ложных сведений в заявке на грин-карт-лотерею или в документах на иммиграционную визу может быть причиной не только отказа в визе, но и лишения грин-карты, если это вскроется постфактум. Поэтому, пожалуйста, не врите в своих документах и указывайте данные такие, какие они есть на момент заполнения заявки. Это очень важно. И последний, 9 миф о фиктивном браке. Некоторые люди думают, что можно заключить фиктивный брак и получить грин-карту США. А, Действительно, есть люди, которые получали таким образом грин-карты, но это очень-очень опасный путь, потому что фиктивный брак — это очень грубое нарушение иммиграционного законодательства. В случае разоблачения людей ждет депортация из страны и лишение грин-карты с запретом на въезд, либо тюремное заключение. Иммиграционные адвокаты, они действительно обучены распознавать фиктивные браки, и поэтому я очень не советую вам это делать. Но в то же время, если у вас настоящий брак, это несложно доказать. Главным доказательством для иммиграционных офицеров наличия долгосрочных отношений и настоящего брака — это фотографии. Фотографии в течение продолжительного периода времени и совместных поездок, также фотографии в соцсетях — это то, на что они очень часто смотрят. И, например, иногда я получаю вопросы от людей, которые выиграли грин-карт-лотерею, что если люди действительно находились в долгосрочных отношениях и действительно хотели заключить брак, либо они заключили брак прямо перед тем, как они выиграли грин-карту, либо они собирались заключать этот брак после того, как они выиграли грин-карту. Такие случаи бывают, и эти люди чаще всего без проблем получают свои грин-карты. Опять же, они просто готовятся, что на интервью в посольстве им будут задавать эти вопросы, и, соответственно, стоит подготовить совместные фото заранее. Как вы видите, мифов о грин-карте достаточно много, и я уверена, что я перечислила не все из них. Если вы знаете другие мифы, обязательно пишите о них в комментариях. Мне и другим подписчикам очень будет интересно их почитать. Самое главное здесь знать правила и следовать им, и это позволит вам получить свои документы и построить безопасную, стабильную жизнь в США. А на этом на сегодня все. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте о том, что на этом канале есть огромное количество других видео об эмиграции, о жизни в США, о поиске первой работы. Поэтому оставайтесь здесь. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, делитесь своими собственными историями, и увидимся с вами на следующих неделях. Пока-пока!